Доброе утро всем подключившимся к моей лекции. Видна ли вам презентация и есть ли звук? Скажите, пожалуйста. У меня чат выключен. Видно, слышно? Скажите. Да, все видно. Отлично. Значит, я вам еще один раз напоминаю, что если вы не успели посмотреть какие-то лекции, которые мы с вами разбирали, они есть на YouTube-канале. Сегодняшняя лекция тоже будет в записи. Они выложены на канале. Название канала я поменял, чтобы его было проще находить. Называется «Доктор Павел Стариков». Итак, мы с вами сегодня начинаем рассматривать нейроинфекции, а именно менингиты и энцефалиты. Это те вопросы учебные, которые стоят у вас в дифференциальном зачете и будут на экзамене, и мы будем их сегодня рассматривать. У головного мозга, как вы помните из анатомии, существует твердая мозговая, паутинная оболочка, мягкая сосудистая и субарахноидальное пространство под ними. Все эти пространства, они сообщаются с собой цереброспинальной жидкостью или ликвором. И поэтому при возникновении какого-то очага или кровоизлияния, или очага воспаления, например, гнойник, или там серозное или вирусное какое-то образование, да, то весь этот фактор или кровь, или инфекция, она распространяется на все участки головного мозга, в том числе желудочки мозга, омывает и действует на все части центральной нервной системы и точно так же находится в спинномозговом канале. И когда мы делаем люмбальную пункцию на достаточном протяжении от головного мозга, мы можем получить тот ликвор, который находится, того же состава, который находится и в головном мозге. Вот эта вот ликворная система, она может претерпевать в зависимости от заболевания или возраста различные изменения. Ну вот на этом слайде я вам показываю о расширении внутренних желудочков мозга, так называемой внутренней гидроцефалии. Возвращаясь к нашим менингитам, по классификациям, по этиологии, они бывают бактериальные, вирусные, грибковые. По последовательности развития первичные и вторичные, по локализации конвекситальные, то есть поверхностные, базальные, то есть на основании, и цереброспинальные, то есть которые локализуются и в спинном, и в головном мозге. По течению острые и хронические, и рецидивирующие. По эксудату гнойные и серозные. Итак, самые частые менингиты по распространенности это бактериальные. Они бывают гнойные и бывают серозные. В зависимости от того, есть ли первичный очаг в каком-то другом органе, гнойные менингиты будут разделяться на первичные и вторичные. Вторичные гнойные менингиты возникают при наличии гнойного очага в другом месте организма. Ну, например, это может быть чаще всего, это может быть гнойный отит, это может быть заболевание органов полости рта, это может быть заболевание пазух носа, это может быть сепсис, это может быть гнойник в малом тазу, это может быть пневмония. Они бывают, естественно, все, что относится к гнойной инфекции, то есть стафилококковые, стрептококковые, Е. коли, синегнойная палочка, различные могут быть по высеву, соответственно, и разные антибиотики на них будут действовать. Первичные менингиты, им пациент заражается из ворот инфекции, но чаще всего это ротоносоглотка, и, собственно, очаг инфекции локализуется только в головном мозге, а ни сепсиса, ни других отсевов не существует. Серозные менингиты – это менингиты, которые появляются при бактериальных инфекциях, а выпад будет серозным. Это будут такие медленные специфические болезни, которые вызываются лептоспирой, листерией, орнитозной, туберкулез, сифилис, бруцеллез. Вирусные менингиты. Теоретически вторичные менингиты серозные тоже существуют. Ну, например, гриппозный или парагриппозный. А энтеровирусный,
относится, вызванные вирусами эхо и коксаки, полиовирусом, он относится к первичным. Грибковые менингиты делятся микотически по возбудителю. Это кандида, турулезный, нокоридозный. Так выглядит на патанатомической секции гнойная шапочка, которая покрывает мозг. Собственно, в клинике мы видим менингит, патанатомы нам показывают данную картину с корковым полнокровием. Осложнением гнойного менингита может быть поражение уже не оболочек мозга, а, собственно, самой паренхимы мозга, скорее всего, гематогенным или контактным путем. У человека, если развивается очаговая симптоматика в виде параличей, то мы можем заподозрить, что это абсцесс мозга, выполняется томографическое исследование головы, и мы можем увидеть очаг на томографе. Тогда в группу лечащих врачей включается нейрохирург. При наличии крупных абсцессов, безусловно, необходимо хирургическое лечение, когда сформировалась уже капсула этого абсцесса. Существует, как вы понимаете, как и у всех инфекций, 3 пути инфицирования. Это непосредственное инфицирование при открытой черепно-мозговой травме с повреждениями кожных покровов. И есть непосредственный контакт тканей мозга с окружающей средой. Дальше может быть контактная, например, при расплавлении процессус мастоидус при внутреннем отите, сцевидный отросток, его клетки решетчатые расплавляются, внутренняя стенка, соединяющая с внутричерепной коробкой, тоже расплавляется гноем, и гнойная инфекция попадает уже в ликворопроводящие пути, и возникает вторичный гнойный отогенный менингит. И гематогенное распространение, как я вам уже рассказал, это, например, пульмогенный при пневмонии, вторичном гнойном менингите, или при сепсисе, тоже вторичный гнойный менингит. Клинику при менингите мы видим из-за воспаления мозговых оболочек, из-за их отека, из нарушения кровообращения в артериях конвекса и увеличения продукции ликвора. Это все приводит к сдавлению структур мозга, естественно, общая интоксикация. Мы видим с вами общемозговые, менингиальные и очаговые знаки. 3 вида знаков мы с вами видим. Что такое общеинфекционный синдром? Когда у нас есть подозрение на гнойное заболевание, инфекционное заболевание нервной системы, в частности менингит, у пациента обязательно будет общеинфекционный синдром. Кроме того, что это какая-то инфекция, должна быть симптоматика с головного мозга. Это будет общемозговой синдром, головная боль, тошнота, рвота, возбуждение, вплоть до галлюцинаций, эпиприпадков. Может быть противоположность, наоборот, в виде угнетения сознания, оглушения, суппаркома всех степеней. Следующий, третий момент, который обязательно должен быть клинически у пациента с менингитом, их 3 обязательных, это общеинфекционный, общемозговой и менингиальный, он же оболочечный. Мы должны увидеть у пациента не только ригидность мышц затылка, симптом Кернига и Брудзинского, но точно так же пациент предъявит гиперэстезию органов чувств, то есть фотобоязнь, гиперакузис, симптом натянутого одеяла, когда пациент пытается спрятаться под одеялом из-за раздражения светом и звуком. Но подтверждение на томографе мы, естественно, не увидим, потому что состав цереброспинальной жидкости ликвора там не виден ни на каком, ни на МРТ, ни на КТ-томографе. Используется люмбальная пункция, которая сразу же при ее произведении дает нам информацию о том, что ликвор непрозрачен и имеет какой-то цвет. То есть там находится гной или серозный, или наоборот нейтрофильный плеоцитоз. В любом случае мы подтверждаем сразу же. Потом врач-лаборант
нам через 20 минут дает информацию о том, сколько же клеток в ликворе содержится и какие это клетки мы видим уже после окраски данного ликвора. То есть, если это лимфоцитарный плеоцитоз, это будет циррозный менингит. Если это нейтрофильный плеоцитоз, то есть только нейтрофилы 95-98% покрывают все поля зрения в мозге на стеклышке, то это будет уже гнойный менингит. Очаговые симптомы, пятая группа, мы увидим не всегда. Это тяжелое течение менингита, как я уже говорил, если мозг сдавлен гиперпродукцией ликвора, сдавлен очаговыми распространениями гноя, которое может быть спайками ограничено, или общей интоксикацией. Ригидность мышц затылка проверяется следующим образом, как вы видите на рисунке. Голова испытуемого, производится попытка согнуть ее и коснуться подбородком грудины. В том случае, если этого не происходит, мы говорим о ригидности мышц затылка. В большей части случаев пациенту не больно, рука врача, который держит голову пациента за затылок, чувствует сопротивление. Пациент в большей части на боль не жалуется, но и тем более пациент может быть без сознания. Особенности проведения данной манипуляции может быть ее, что сравнить, что если ему больно, это будет симптом НРИ при шейном остеохондрозе, возникающий из-за боли в длинных разгибателях шеи, и дифференциальная диагностика, если короткая шея, то голова сгибается сразу, если длинная шея, то, естественно, ее полностью согнуть не удается, считают в поперечных пальцах. Второй симптом, который проверяет симптом Кернига, когда мы с вами изучали историю неврологии на вводной лекции, мы говорили о том, когда он был описан и как он проверяется. Он проверяется до сих пор точно так же, как и 100 лет назад. Когда мы проверяем ригидность мышц затылка, могут согнуться колени. Это верхний симптом Брудзинского. Когда мы проверяем симптом Кернига, то мы можем увидеть, что согнется колено другой ноги. Это нижний симптом Брудзинского. Есть еще средний симптом Брудзинского при надавливании на лобковую кость. В норме ликвор прозрачен, цереброспинальная жидкость, клеток в нем не более 5, белок не более 0,66 грамм на литр, патологических примесей нет, цвета нет, он прозрачен. В том случае, если ликвор красный, значит там преобладают эритроциты, и в фоне мазка будут эритроциты. Если ликвор белый, желтый или зеленый, мутный, то тогда мы уже говорим о том, что это какой-то менингит, и окраска уже идет из-за возбудителя этой инфекции. Клиническим примером, типичным, самым ярким и тяжелым является из всех менингитов первичный менингококковый менингит, эпидемический цереброспинальный менингит, возбудитель, вызываемый диплококком Вейксельбаума, источник заражения только человек. Всех врачей хирургических специальностей, медсестер обязательно при приеме на работу и периодических медосмотров берется мазок из рота, из носоглотки берется мазок для того, чтобы узнать, не является ли медработник носителем различных инфекций, в том числе менингококковой инфекции. Путь передачи воздушно-капельный, заболевают пациенты остро, заболевание протекает с высокой лихорадкой, патогномоничным симптомом является, патогномоничный симптом, надо оговориться, это очень удобный симптом, который характерен только для этого заболевания и не присутствует ни при каких других заболеваниях. Так вот, патогномоничным симптомом менингококкового менингита является мелкоточечная геморрагическая сыпь на первые сутки заболевания. То есть, если мы подходим к пациенту, у которого есть подозрение на менингит и видим сыпь, нам осталось проверить только, как мы с вами говорили, 3 пункта. Это общеинфекционные, то есть лихорадка,
общемозговой, то есть это нарушение сознания в виде его или возбуждения, или наоборот угнетения. И третий – оболочечные знаки в виде ригидности мышц затылка, симптомов Кернига и Брудзинского. Мы видим геморрагическую сыпь и до еще мазка, до посева, который длится, посева ликвора, который длится предварительно 5 суток, а так 7 суток, мы можем уже точно сказать, что это менингококковый менингит. Так как пациент заразен, то он, конечно, отправляется в инфекционную клинику и в общем стационаре пребывать не может. Гнойные менингиты лечатся антибиотиками и различными средствами симптоматическими в зависимости от тех, какие функции жизненно важных органов у пациента нарушены. И, естественно, не достигается гиповолемии. Надо оговориться, что для вторичных гнойных менингитов на первом месте стоит хирургическая помощь. Если это одонтогенный вторичный гнойный менингит, то, естественно, должна быть санация очага. Если это отогенный, то должна быть радикальная операция на внутреннем ухе, потому что без санации первичного очага невозможно, если в клетках процессус мастоидус будут находиться гной, то все антибиотики, безусловно, не будут приводить к полному выздоровлению, будут рецидивы менингита. Вот, поэтому, конечно же, в первую очередь это хирургическая санация очага, если он есть. Мы в нашей клинике видели пациентов с гнойными менингитами на фоне. Это был парапроктит, это был гнойный панкреатит, это был гнойный простатит, ну и, естественно, такие распространенные, как пневмония, сепсис, гнойник в малом тазу и различные гнойники области шеи и головы. Серозные менингиты бывают вирусные и бактериальные. Бактериальные мы с вами уже говорили, что типичный представитель бактериального серозного менингита будет туберкулезный. Сифилиса сейчас очень мало, и бруцелла, конечно же, может вносить свою лепту, но чаще всего туберкулезные. Но их мало, и доказывается, конечно, туберкулезный менингит очень тяжело, потому что инфекция медленная. А вот вирусных инфекций, вирусных осложнений в виде менингитов достаточно много. В частности, энтеровирусный менингит наблюдался у нас в Новгороде порядка 8 лет назад. Много детей. Он был очень доброкачественное течение имел. В ликворе было не больше 60 клеток у детей. Они очень успешно лечились в нашей инфекционной больнице. Вот так выглядит туберкулезный менингит с миллиардными бугорками на секции. И при мазке, рассматривании тканей под микроскопом, врач-патанатом уже может рассказывать нам, что гематоэнцефалический был барьер нарушен, потому что находились гранулемы в головном мозге. Туберкулезный менингит лечится тоже антибиотиками, но они специфические, те, которые влияют на именно микобактерию туберкулеза. У вирусных менингитов есть своя особенность лечения, то есть не только противовирусные препараты. Зачастую к вирусным инфекциям присоединяется вторичная гнойная инфекция, поэтому при присоединении гнойной инфекции заболевание утяжеляется, потому что это получается уже вирусно-бактериальное заболевание, и уже добавляются антибиотики. Чаще всего это больные тяжелые и будут находиться в реанимационном отделении. Ну, вот как я вам сказал, что была вспышка энтеровирусного менингита порядка 8 лет назад, и она очень удачно купировалась. Пациенты выписывались очень краткие сроки, потому что и цитозы, плеоцитозы очень были низкие. Грибковые менингиты бывают при кандиде, чаще всего, конечно, мы наблюдаем, но из всех менингитов они самые редкие. Также мы сегодня с вами рассмотрим другие поражения головного мозга при инфекциях, которые называются энцефалиты. В чем отличие энцефалита от менингита? При менингите поражаются гноем
менингиальные оболочки мозга, которые я вам показывал фотографию при шапочке при секции, секционный материал в виде шапочки гноя. А энцефалит – это поражение диффузное, если очаговое – это абсцесс, а диффузное поражение участка мозга будет воспалительным агентом, будет называться энцефалит. Итак, что такое клещевой энцефалит? Клещевой энцефалит, его еще называют весенне-летним. Это природная очаговая, трансмиссивная острая вирусная инфекция с преимущественным поражением центральной нервной системы. Она отличается полиморфизмом клинических проявлений и тяжестью течения от легких стертых форм до тяжелых и прогадиентов. Так выглядит не напившийся клещ, то есть доголодная самка и эксодовый клещ. Можно в лесопарковой зоне, в том числе этих зон по России достаточно. Это, например, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область, клещи. Клещи могут быть зараженные, могут быть не зараженные. Если самка клеща попадает на кожу человека, то она напивается кровью человека, и зараженные значит, энцефалитным клещи могут заразить точно так же человека. Если клещ не заражен, можно сдать его на анализ в лабораторию в Великом Новгороде на улице Германа, 15. Там работает санитарная лаборатория, которая исследует клещей. Потому что если клещ был заражен, то такого пациента надо лечить. Если был клещ не заражен, то это просто было безопасное животное. Самки клеща откладывают яички в промежуточных хозяев, и, соответственно, вирус циркулирует, не останавливаясь в наших лесах. Клиника у энцефалитов будет сходная, но будет превалировать не менингиальный синдром, а очаговый синдром, так как вы понимаете, что это поражение паренхимы мозга, которое отличается от того же инфаркта мозга только тем, что там поражение сосудистого генеза, а здесь поражение инфекционного генеза, разные агенты. А паренхима мозга страдает, в какой зоне мозга будет нарушение повреждения, в той, собственно, и будет в клинике нарушение функций таких. Если это будет лобная доля, то это пострадает моторика. Если это будет затылочная доля, то это пострадает зрение. Если это будет височная доля, может появиться сенсорная афазия. Итак, инфекционный синдром, как вы помните, он делится на продромальный период, температурную реакцию, соматические расстройства и уже поздние токсические проявления. Менингиальный синдром мы с вами разбирали, если поражаются оболочки головного мозга. А общемозговые симптомы, мы тоже с вами говорили, это нарушение сознания в первую очередь, изменения в ликворе, как мы подтверждаем диагноз. И самое главное, то, что отличает энцефалит от менингита, это нарушение функции черепных нервов и корешков спинного мозга, потому что это поражение паренхимы. При исследовании ликвора, при произведении пункции в промежутке L3, L4 врач получает густой, непрозрачный и большей частью с каким-то цветом, то есть он будет белый, он будет непрозрачный, а белый цвет, будет желтый или зеленый цвет ликвора. И, естественно, так как клеток будет много, если клеток будет много, то увеличивается белок. Могут также в ликворе обнаруживаться иммуноглобулины. Ставится диагноз при помощи иммунофлуоресцентного анализа или аббревиатура ИФА. Исследуется и кровь, и спинномозговая жидкость. Для определения, выздоравливает пациент или нет, берутся так называемые парные сыворотки. То есть берется сыворотка в начале заболевания или в начале обращения за медицинской помощью, и после курса лечения или через какой-то период берется второй раз и смотрятся титры антител, то есть как организм реагирует и в какой фазе находится заболевание. Инкубация для клещевого энцефалита после укуса 7-30 дней, поэтому время на сдачу клеща на анализ всегда есть. Это не так, что это надо вот в первый час
надо взять этого клеща, который укусил пациента, обратившегося, положить его в маленькую пробирку и донести в течение до 7 суток, донести в лабораторию, и где будет определено, заразен клещ был или нет. Как мы говорили, что полиморфологично заболевание, то есть может быть только лихорадочная форма, может быть только менингиальная, может быть более тяжелая, уже с поражением мозга, менингоэнцефалитическая, полиоэнцефалитическая, полимиелитическая спинной мозг и полирадикулоневритическая, то есть в зависимости от того, корешки, нервы, спинной, головной мозг поражен или только менингиальные оболочки, соответственно, вот клещевой энцефалит может быть разной степени выраженности. И надо оговориться, что чем больше поражается структур головного мозга, соответственно, будет больше остаточных явлений. Если только лихорадочное или менингиальное, то вполне возможно, что человек даже эпилептиком не станет в фазе уже выздоровления. А если поражается головной мозг, то пациент может получить навсегда параличи и парезы после уже пролеченного энцефалита, может стать больным паркинсонизмом, может стать больным эпилепсией, вторичный паркинсонизм, вторичная эпилепсия. И если были поражены корешки или нервы, или спинной мозг, то могут остаться, например, нижний парапарез или верхний парапарез. Для энцефалитов характерен верхний вялый парапарез, потому что там повреждаются альфа-мотонейроны передних рогов. Вот, это был даже приказ в Советском Союзе, назывался приказ о диагностике вялых параличей плечевого пояса. Почему? Потому что наиболее типичным проявлением спинальной формы являются периферические парезы или параличи шейно-плечевой мускулатуры. Вы вот видите здесь пациентку, у которой западение мышц плечевого пояса, надлопаточные зоны. Эти мышцы попросту атрофированы. И определенная поза пациентки со свисающей головой, потому что разгибатели шеи, кивательные мышцы, они тоже все атрофированы, и голова свисает и не держится. И поднять плечи вверх пациентка не может из-за поражения нервов, потому что вот эти нервы повреждены, и спинной мозг поврежден, передние рога, сегментарные расстройства. Этих движений нет. Называются вялые параличи плечевого пояса. Характерная форма для спинальной формы клещевого энцефалита. Ну, естественно, мы можем это не так ярко видеть, как у той пожилой женщины. Мы можем попросить пациентку поднять руки, она не поднимет их выше горизонтали. Этиотропное лечение клещевых энцефалитов, конечно же, это специфические иммуноглобулины. Какая существует профилактика клещевого энцефалита? Природные очаги должны быть санированы, то есть они обрабатываются потому, что могут быть заражены животные, клещи могут находиться в высокой траве. Почему, когда проходит человек, почему клещи попадают на человека? У клеща есть тропность на тепло, и он определяет, что это животное какое-то подходит, животное тепло, то есть это или промежуточный, или основной хозяин, и, соответственно, клещ стремится к нему. Вот, поэтому, если санировать природные очаги, то клещи останутся, а заболевания уже не будет. Это здорово. Ну и клещи тоже сами погибают. Это, конечно же, очень правильно. Кроме активной иммунизации. Существует еще активная иммунизация. В том случае, если вы собираетесь выезжать в эндемичную зону, ну, например, в институте это студенческие отряды, строительные стройотряды, то тогда проводится профилактика и, насколько я помню, 3-кратная, то уже риск заболевания сходит до минимума. Спасибо. У нас есть перерыв 15 минут, и после этого будет следующая лекция. Следующая лекция будет в 9:45 по другой ссылке. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в чате сейчас, вот в оставшееся время, или
очно. Вопросов нет. Через 15 минут по второй ссылке. 9:45.